Большое спасибо. Спасибо фонду за то, что нас принял здесь сегодня, фонд испанских адвокатов. Спасибо за то, что вы принимаете фонд Open Dialogue. Вы знаете, люди из Open Dialogue, люди настырные. Я не помню, в связи с чем они приехали сюда, потому что это было какое-то решение, связанное с Павловым. Open Dialogue позвонил депутатам, мы заседали в Сенате в связи с этим. У прибывших из Open Dialogue не было ничего. Я думаю, они просто взяли и десантировались здесь, в Мадриде. И они заинтересовали нас, депутатов, они заинтересовали Amnesty International, заинтересовали средства массовой коммуникации. И здесь по-прежнему они присутствуют и борются. И мне кажется, что это образец профессиональной борьбы и решимости борьбы за права человека. Итак, мне предложили поговорить о проблемах экономических и проблемах юстиции. В общем, это не такая сложная проблема, как мне кажется. Я иногда писал о том, как новая парадигма экономической дипломатии является поводом для того, чтобы не соблюдать права человека. И если мы скажем, что нашим послам представляете только наши экономические интересы, и когда я говорю о наших интересах, я говорю не только о национальных интересах, я говорю об интересах отдельных компаний. В конечном итоге, если мы будем давить на наших послов, то на международной арене мы будем оценивать проблемы таким образом, что ко всему будем подходить с точки зрения выгоды. Выгода, экономическая выгода будет основной целью дипломатии и политики. И все то, что будет затруднять получение максимальной выгоды и прибыли, экономической прибыли, лучших показателей результатов каких-то компаний и предприятий, в результате все остальное, что мешает этому, будет препятствием и должно быть сметено. В частности, права человека являются препятствием на пути к коммерческим интересам. И коммерческие интересы вступают в противоречие с правами человека. И в результате, исходя из экономических интересов, забываются другие аспекты реальности. Намного проще, по всей вероятности, добывать нефть, чем обучать народ, общество демократии. Многие страны показали, как бурение, экстракция нефти и газа или других ископаемых привело к такой охранной грамоте и объяснению сорода индульгенции в области несоблюдения прав человека. И западные демократии играют в эту игру, и послы приезжают в Мадрид, и им говорят, вы должны защищать компанию Телефоника, Банк Сантандер и другие наши компании. То есть послов не собираются из защиты прав человека. Послам сказали, у них в расписании, у них в голове основная цель – защита экономических интересов своей страны, Испании, какой-либо другой страны, и это является основополагающим. Экономические интересы. А если к этому мы суммируем ситуацию, связанную с экономическим кризисом, то тут вы можете представить себе, кризис оказывает дополнительное давление, сказывается на международной остановке, обязывает страны уделять особое внимание экономическим отношениям. И вот это вот дрейф в сторону соблюдения исключительно экономических, коммерческих интересов особенно замечается с точки зрения идеологии. Мы видим, что либералы или консерваторы, они более склонны к защите экономических интересов. И страны, которые переживают кризис, страны, где есть консервативное правительство, а Испания как раз имеет консервативное правительство, то в данный момент Испания не является флагоносцем прав человека. И существуют некоторые особые обстоятельства, так называемые красные огни предупреждения Интерпола. Говорить о терроризме – это не то же самое, что говорить о терроризме, например, во Франции или в Великобритании. Когда журналист, судья, депутат, адвокат говорит сегодня о
терроризме, он, конечно, должен думать об этом очень внимательно. И ситуация здесь, например, отличается от Польши, потому что Польша потому что мы страна, которая страдала от терроризма. Наша страна страдала, наша страна разрабатывала особое законодательство, связанное с терроризмом. И таким образом любая страна знает, что если вы обвиняете гражданина, находящегося в Испании, в терроризме, то мы среагируем совершенно иначе, чем Великобритания. И это используется. Таким образом, интеллектуальная мода, экономическая дипломатия и экономический кризис заставляют укреплять, удваивать усилия, связанные с экономическим обменом. И, конечно, в таких ситуациях мы можем наблюдать такие случаи, как случай Александра, которого обвинили в терроризме. И это было связано с каким-то разговором в скайпе. И вы знаете, если бы серьезный суд, то суд в любой развитой стране не потратил бы 10 минут на все это дело. Это дело было бы отклонено. Но Интерпол получил заявку о экономических преступлениях. Также прозвучало слово «терроризм». Таким образом, система задержания сильно отличалась в случае Александра, чем в случае каких-либо других случаев, связанных исключительно с экономических деятельности. То есть слово «терроризм» особенно влиятельно в нашей стране. Мы вспоминаем случай Магнитского, случай Билла Брадера. В случае Магнитского это ясное злоупотребление и нарушение прав человека. Несколько политических партий обратились в парламент. Мы сделали предложение достаточно консервативное. Мы говорили о необходимости потребовать от России с точки зрения европейской концепции защищать права человека. И наша такая очень умеренная резолюция была отклонена правящей консервативной партией, потому что наша правящая партия консерваторов не может принять какие-то документы в отношении стран, где не соблюдаются права человека. Например, ситуация Украины объясняется тем, что Украина хочет быть членом Евросоюза, и это не сказывается на ситуации с Россией. Например, эмбарго России сказывается на жизни крестьян в нашей стране, но об этом не говорится. И я хочу сказать, что мне достаточно много лет, и я отлично помню оппозицию нашей франкистской диктатуре. Мы помним, как франкисты издевались над Олафом Пальме, потому что премьер Швеции Олаф Пальме на улице собирал средства в помощь испанским политическим заключенным. И мы понимаем, мы знаем, что есть люди в Европе, которые рисковали своим имиджем, своим комфортом и удобствами в борьбе за освобождение испанских политических узников. То, что касается Интерпола, то тут я не буду настаивать на чем-то очень ясном. Я не собираюсь нападать на Интерпол. Интерпол – это важнейший элемент коллективной безопасности. И я думаю, что благодаря Интерполу мы избежали ужасных несчастий. Интерпол блокировал, Интерпол задерживал террористов. Интерпол не давал совершать им преступления. Поэтому прежде всего я хочу сказать, Интерпол, мне кажется, необходим. Это хороший механизм, но мы должны переоценить, в том числе и проанализировать юридический статус Интерпола, потому что это международная организация, и эта организация вступает в противоречие, затрагивает индивидуальные права. На тебя указывают пальцем, над тобой зажигают красный фонарь, красный свет, тебе блокируют счета, и это связано с решением Интерпола. А Интерпол – это не юридическая организация, международная юридическая организация. Нельзя протестовать решение Интерпола перед какими-то международными судами. В общем, Интерпол говорит, ну, мы только придаем гласности требования какого-либо государства, но именно эта гласность может привести к нарушению прав человека. Прав перемещения, прав на открытие банковского счета, прав
на то, чтобы твои соседи не считали тебя уголовником. В общем, надо понять, каков же юридический статус Интерпола и каковы возможности перед законодательной организацией. Это законодательная организация, это арбитражная или политическая организация. Надо все это решить, и надо решить, кому надо обращаться, чтобы опротестовать те или иные решения Интерпола. Мне представляется необходимым создание такого органа, куда можно обращаться в случае такого красного сигнала, поступающего из интернета. В случае этого тревожного сигнала, если эта комиссия решает, что сигнал поступил в связи с политическими преследованиями, то Интерпол должен погасить эту красную лампочку, убрать этого человека из списков, потому что совершенно ясно, что человек преследуется по политическим причинам. Если полицейский или суд какой-либо страны может потребовать выдачи какого-либо гражданина в одну страну, другая страна, члены Интерпола, которые понимают, что есть политическая подоплека, должно иметь возможность отклонить и обратиться в Интерпол с тем, чтобы этого человека исключили из списков розыска. Потому что Интерпол очень быстро начинает розыск. И Изабель сказала о том, что не только не изучаются эти случаи, но Интерпол вообще должен реагировать очень быстро. Это логично. И если Интерпол дает сигнал предупреждения, это значит, что за 24 часа этот сигнал должен был изучен. Но, оказывается, поступает красный сигнал, поступает документы в розыск и без какой-либо, без изучения.